Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о стригущем лишае. Хотя стригущий лишай настолько серьезное и опасное заболевание, что не относится к тем болезням, о которых можно просто поговорить. Цель данного видео не научить вас лечить стригущий лишай, а вооружить вас такими знаниями, которые позволят вам избежать встречи с этим заболеванием. Итак, первое. Лишай – это очень серьезное заразное заболевание, которое вызывается грибками микроспорум и трихофитом. Болеют им собаки и кошки, но кошки болеют чаще, особенно котята. Как правило, болеют бездомные животные, у которых очень низкий иммунитет. Еще лет 20-30 назад для животных, у которых обнаруживали данное заболевание, это был фактически приговор. Ведь во многих коммунальных клиниках советовали вообще усыпить животное. Эффективных лекарств, которые позволяли бы быстро излечить стригущий лишай, не было. А нахождение в одной квартире животного и человека, особенно детей, несло очень большие угрозы. Впрочем, как и сейчас, но сейчас хоть лечить есть чем. Самый узнаваемый признак того, что ваша кошка или кот заражены стригущим лишаем, является наличие круглых пятен, грубой чешуйчатой кожи с красным контуром и сломанных волосков или залысин. Они наиболее часто встречаются на голове, затем на конечностях и на хвосте. Однако затронуты могут быть любые части тела. Поражения могут варьироваться от небольшого едва заметного пятнышка до обширной проплешины. Пораженные участки вызывают зуд, заставляющий кошек и котов тереть лапой, лизать языком инфицированное место. И следует помнить, что до 20% кошек и котов являются бессимптомными носителями. Это означает, что они несут грибок, но не проявляют никаких признаков инфекции. Это еще опаснее. Стригущий лишай достаточно распространенное заболевание, ведь чтобы кошка заразилась, достаточно непосредственного контакта с другой больной кошкой или контакту с предметами, к которым касалось зараженное животное. Возбудитель стригущего лишая очень стойкий и может прожить в условиях внешней среды до нескольких лет. Поэтому заразиться кошкой лишаем ничего не стоит. Особенно распространено это заболевание среди бездомных кошек, так как возникает оно на фоне очень низкого иммунитета. А низкий иммунитет у бездомных кошек – это следствие плохих условий обитания и дефицит питания, конечно же. Человек может заразиться, если погладит пораженную кошку. И особенно часто болеют дети с ослабленным иммунитетом. Как видим, ослабленный иммунитет является общим и основной причиной болезней и у котят, и у детей. У человека стригущий лишай проявляется на открытых и закрытых участках кожи. Особенно часто он возникает на лице, шее, коже плеч и предплечий. Если грибки, микроспоры попали на волосистую часть головы, то возникают залысины округлой формы с четкими границами. Кожа красная, отечная, покрытая шелушащимися чешуйками. Визуально волосы как бы острижены. Именно по этой причине заболевание и получило свое название – стригущий лишай. Размеры очагов поражения могут быть разных размеров, от 5 до ладони. Иногда в зоне поражения наблюдается зуд, не иногда, а чаще всего. Без должного лечения заболевание может перейти в хроническую форму или поражаться более глубокие слои с развитием гнойных процессов. Лечение лишая следует начинать незамедлительно, на ранних стадиях. Для постановки диагноза и назначения плана лечения надо обязательно пойти к врачу. Если есть подозрение на лишай у животного, то надо пойти к ветеринару, а если у ребенка, то к медику, к дерматологу. В современных условиях лечение стригущего лишая не представляет особой сложности. Есть чем лечить, препаратов много. Это и противогрибковые мази, и шампуни, и препараты для внутреннего применения. И если правильно назначено лечение, то лечится стригущий лишай довольно быстро. Это раньше при возникновении стригущего лишая ребенка ложили в диспансер на 1,5 месяца, брили на лысо, причем волосы сбривали каждые 7-10 дней. На эффективность лечения влияет степень иммунитета у животного или у ребенка прежде всего. Если иммунитет хороший, то и лечение пройдет значительно быстрее.
Самое главное, не занимайтесь самолечением. Стригущий лишай – это не тот случай. Как я уже сказал, я не буду подробно останавливаться на лечении, затрону только самые основные факты. Слава богу, как я уже сказал, что лечить есть чем. При возникновении стригущего лишая нельзя мыться полностью, так как это способствует распространению грибка по всему телу. Одежда, контактировавшая со спорами грибов, становится источником инфекции. Посуда, с которой контактировал больной, тоже становится потенциально опасной. Заразными могут быть и предметы, с которыми сталкивался больной. Ведь споры грибка очень устойчивы в внешней среде и могут сохраняться, как я уже сказал, до 1,5 лет. Поэтому для успешного результата наряду с лечением очень важна еще и качественная дезинфекция. В общем, стоит только столкнуться с этим заболеванием, а уже избавиться от него действительно очень сложно. Поэтому самое главное, надо быть от стригущего лишая подальше. И что для этого надо? Как убереться от лишая? А все достаточно просто. Первое. Надо соблюдать гигиену и не позволять ребенку гладить животных на улице. Не должно быть у него такой привычки. Понимаю, что это непросто, но иногда достаточно одного раза погладить животное и уже можно заразиться. Второе. Сразу после улицы тщательно мойте руки с мылом. Это вообще должно быть железной привычкой. После того, как зашли в квартиру с прогулки или после работы, и независимо от того, прикасались вы к животным или нет, обязательно помойте руки и приучите к этому ребенка. Третье. Не оставляйте на улице без присмотра свое животное. Особенно, если там есть бродячие собаки или кошки. Если у вас есть животные дома и вы гуляете с ними. И четвертое, на мой взгляд, самое важное. Надо всегда иметь крепкий иммунитет. Помните, что если у ребенка будет хороший иммунитет, то даже контакт с больным животным убережет его от заражения стригущим лишаем. Ведь основная причина возникновения стригущего лишая и у животных, и у человека – это слабый иммунитет. В этом случае рекомендации стандартны. Это питание, витамины, движение. Наверное, важность хорошего иммунитета вы понимаете не хуже меня. И сильный иммунитет важен не только для профилактики стригущего лишая, но и для профилактики многих других заболеваний. Но для лишая это особенно важно. Как видим, ничего сложного нет в этих рекомендациях, но тем не менее это позволит вам практически в 100% случаях избежать данного заболевания. Что касается вашего животного, то как только заметили на нем какие-то подозрительные проплешины, сразу же покажите его ветеринарному специалисту, чтобы он установил причину их появления. Да, еще акцентирую ваше внимание, что самолечение при стригущем лишае вещь очень опасная, потому что абсолютно непредсказуема. Все зависит от силы иммунной системы организма человека или животного. В одном случае можно быстро вылечиться тертым чесноком с йодом, грубо говоря, если такой метод лечения. А в другом случае можно потерять время и перезаразить всю семью, или болезнь перейдет в другую стадию, с кожного покрова на более глубокие слои. И тогда мало того, что лечение болезни затянется на неопределенный срок, так еще и пораженные участки могут зарубцеваться, и потом там никогда не вырастут волосы. Поэтому лучше не рискуйте. Иммунитета к данному заболеванию пожизненного нет. Заразиться можно и повторно, ведь это же грибок. После стригущего лишая остаются проплешины, но они зарастают, если, как я уже сказал, не было никаких осложнений и на месте проплешины не образовалась рубцовой ткани, в которой нет волосяных луковиц. Надеюсь, что из этого видео вы поняли, что стригущий лишай – это очень серьезное заболевание, с одной стороны, но если соблюдать элементарные правила личной гигиены и заботиться об иммунитете, то данное заболевание хоть и опасное, но будет чем-то далеким от вас и с чем вам никогда не придется столкнуться. Это с другой стороны. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!